Вы когда-нибудь терялись в лабиринте? А теперь представьте, что этот лабиринт еще и постоянно меняется. Сегодня разберемся, насколько сложно выбраться из лабиринта от Равенсбургер. Это не просто детская забава, а и настоящий вызов даже для взрослых. Лабиринт существует в разных версиях. У нас лабиринт Дисней. В комплектацию игры входит само поле, квадратные жетоны, на них изображены фрагменты лабиринта. Причем часть жетонов приклеены к игровому полю, и они не двигаются, образуют своеобразную неподвижную сетку. А вот среди неподвижных элементов размещаются оставшиеся жетоны, заполняя ряды и колонки. Один из жетонов всегда остается лишним. Именно с его помощью и будут происходить изменения. Также в комплектацию входит еще колода карт заданий. На них изображены у нас персонажи диснеевских мультфильмов, и именно их нам надо будет искать на поле. Игра рассчитана на 2-4 человек, и, соответственно, имеются 4 фигурки. Фигурки игроков размещаются на стартовых позициях, и каждый участник получает колоду карт заданий. Полученные карточки показывать другим нельзя, то есть вы смотрите свою карточку сами, а уже когда выполните задание, то показываете и выкладываете ее на стол. Каждый игрок должен совершить одно изменение лабиринта. Для этого он берет свободный жетон и вставляет его с краю на поле, смещая один ряд или колонку не приклеенных элементов, и тем самым меняя значительную часть лабиринта. При этом с другой стороны лабиринта один жетон освобождается, он будет использоваться следующим игроком. То есть с помощью этого дополнительного жетона вам необходимо образовать ход, вернее дорожку для вашего лабиринта, чтобы ваша фигурка смогла более беспрепятственно пройти до того персонажа, который вам нужно найти. Игрок может перемещаться на любое расстояние, то есть не обязательно доходить до конца вашего лабиринта. Изюминка игрового механизма в постоянно меняющемся лабиринте, то есть только вы знаете, куда вы хотите идти, и, соответственно, также и другой игрок, только он знает, куда ему нужно дойти. И он меняет свое положение лабиринта в зависимости от того, куда ему надо, и это не всегда совпадает именно с вашими желаниями. Еще одно правило: если ваша фигурка стоит на том жетоне, который стал свободным, то вы перемещаетесь на противоположную сторону. Если у вас вдруг образовалась дорожка, вы сразу можете дойти до вашего персонажа, то вы все равно должны сделать ход и передвинуть какой-нибудь лабиринт. После того, как вы открыли все свои карточки, нашли всех своих героев, вы должны вернуть свою фишку на первоначальную точку. То есть игра заканчивается только тогда, когда ваша фишка становится снова на первоначальное место. Официально лабиринт рекомендуется детям от 7 лет. Но наша 5-летняя дочь, конечно, с нашей помощью тоже справляется с этой игрой. Несмотря на мультяшное оформление, эта настольная игра оказывается весьма интересной для взрослых. И с уверенностью могу сказать, что лабиринт – это замечательная настолка для всей семьи. А вы не забудьте подписаться на мой канал Мама Флория, чтобы не пропустить новые обзоры.